И куда ты пошел? Не уходи, не уходи. Не уходи. Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про очень необычного найденыша. Не переживайте, все закончилось хорошо. Эта история началась так. В одной из волонтерских групп я прочитал сообщение о том, что за одной промышленной зоной увидели аиста с поврежденным крылом. В этом сообщении была фотография очень плохого качества, на которой была птица с красным пятном на крыле. Фото было сделано с большого расстояния, поэтому не совсем понятно было, что это вообще за птица. Прошел целый день, и я не был уверен, что птица все еще там на месте. Я решил поехать и посмотреть, что это за аист и как ему можно помочь. Позвонил ребятам в Центр дикой природы. Я хотел узнать какие-нибудь подробности. Но это все, что они знали. В общем, у меня было описание места и очень размытое фото птицы. Я знаю эти места, так что я примерно понимал, где видели эту птицу. Я рассматривал фото птицы, и чем больше я всматривался в него, тем больше я сомневался, что это аист. Я приехал в промышленную зону, проехал ее до самого конца и выехал на объездную дорогу. За дорогой начинаются такие полудикие места. Я еду и всматриваюсь в каждый камень на дороге. Птицы нигде нет. Дорога, по которой может проехать моя машина, закончилась. Дальше можно только пешком. По описанию я нахожусь на месте. Где-то в этих местах видели птицу. Я взял перчатки и вышел из машины на поиски птицы. Передо мной только пески и колючки. Немного прошел вперед и вижу, как из кустов поднимается птица и начинает двигаться в противоположную от меня сторону. Когда я увидел, что это за птица, я понял, что легко мне сейчас не будет. Ничего себе. Это был пеликан, взрослый огромный пеликан. Он был далеко от меня, но даже с такого расстояния он казался просто огромным. Вдалеке с правой стороны от меня проходила скоростная трасса. Я стал обходить его как бы с правой стороны. Пусть лучше уходит в дикие места, чем идет ближе к людям, ближе к трассе. Мне никогда не приходилось ловить взрослого пеликана. Я знал, как это делается в теории, но на практике я никогда не сталкивался с этим. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы ему помочь. Я продолжал идти за ним, а он уходил от меня быстрыми шагами и все время оглядывался в мою сторону. Пеликаны не очень хорошие бегуны. Бегать по пескам и колючкам в ластах им не очень удобно. И куда ты пошел? Не уходи, не уходи. Не уходи. Стой здесь. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Я догнал его на пригорке. Как только он понял, что я приближаюсь, он развернулся в мою сторону и стал в боевую позу. Он открыл клюв и расставил в сторону крылья. Он был просто огромный, и он был готов защищаться. Опа. Опа. Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Все, что такое? Все. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Все. Ты что, сумасшедший? А? Ты зачем так делаешь? А? Ты зачем так делаешь? С ума сошел, что ли? Покажи, что здесь рву. Ой-ой. Ой-ой. Идем. Тихо, тихо. Опа. Пошли. Фу. Ну, тихо. Нет, нет, все, стой. Стой на месте. Напугал меня. Зачем так делаешь? Я же помочь иду. А ты меня пугаешь. Совсем с ума сошел, что ли? Тихо, тихо, сиди, сиди. Не, сиди. Сиди, все уже. Иди спокойно. Сиди. Сиди.
Мне удалось его поймать. Я взял пеликана под мышку и понес его в сторону машины. Первый раз в своей жизни я держу на руках настоящего взрослого пеликана. Одной рукой я прижимал его к себе, другой рукой держал его огромный мощный клюв. Я знал, что пеликаны щелкают своим мощным клювом, когда хотят отогнать хищника. Но вживую прочувствовать на себе нападение пеликана – это было незабываемое ощущение. На вес он был примерно килограмм 10. Пеликан несколько раз пытался вырваться из моих рук, но мне удалось его удержать. Я шел к машине и думал о том, как мне сейчас посадить его в машину. Вернее, даже не как посадить, а как открыть дверь. Обе мои руки были заняты огромным пеликаном. Перед машиной я переложил его клюв в другую руку. Пришлось держать его одной рукой. Стой. Будешь баловаться, я тебе нос перевяжу, понял? Тихо. Сиди. Сиди спокойно. Так, сиди. Сиди спокойно. Он пытался выбраться через закрытое окно, но потом успокоился. Угомонись. Все. Поехали. Я сделал несколько фото птицы, осмотрел повреждения и переслал ребятам в центр дикой природы. Ехать до места нам примерно час. По дороге он вел себя спокойно, сидел и смотрел по сторонам. Больше он не пытался меня укусить и не пытался выбраться из машины. Это пеликан, настоящий пеликан. Это первый раз, когда мне посчастливилось поймать пеликана. Никогда я не думал, конечно же, пеликан будет так на меня кидаться и так щелкать клювом. Было, конечно, страшновато на самом деле. Но я, в принципе, знаю, как его поймать в теории. Вот первый раз я его поймал на практике, вживую как бы. Он поначалу в машине бился, а сейчас вроде успокоился. Присел, такой сидит. Правда, смотрит так с подозрением на меня, но я его не трогаю. Сидит спокойно и сидит спокойно. А то сейчас начнет мне тут пытаться выйти. Пытался клювом вытащить, что он там лазил по стеклу, там пытался стекло открыть своим клювом. Пеликан очень особенная, очень интересная птица. Никогда не думал я, что они так сильно пахнут рыбой. Он так пахнет рыбой, просто вообще, как будто бы я везу рыбу. Но они питаются рыбой, но от него такой запах рыбный, это просто вообще. Красавец такой красивый. У него есть повреждения на левом крыле, правое целое, так он вроде весь целый, лапы целые, клюв целый, все с ним вроде как нормально, только с крылом что-то. Сейчас приеду к ребятам, они разберутся. Все спокойно. Тихо. Есть. Все. Тихо. Ну что, чего ты? Тихо. Мы приехали в центр дикой природы. Я занес пеликана и положил на стол в клинике. Он вел себя спокойно. Надели ему маску, чтобы немного присыпить, и мой пеликаша уснул. Теперь нужно было сделать несколько рентгеновских снимков. Ребята сказали, что может быть он стрелянный. Я им: нет, точно нет, я проверил. Я по дороге осмотрел его тело, не было на нем отметин и дроби. Но ребята сказали мне: Олег, ты просто не знаешь, как бывает. Мне стало немного не по себе. Неужели кто-то стрелял в пеликана? Положили пеликана на стол, чтобы сделать снимок. Я вышел в соседнюю комнату. Вдруг слышу: Олег, иди посмотри. Когда я увидел снимок на мониторе, мне стало больно и очень грустно. Это особенная птица, это чудо природы, был весь в дроби. Все тело и крылья. Он потерял часть крыла и чудом остался жив. Ребята сказали, что летать, конечно, не сможет, но жить будет. Пеликан остается в клинике центра дикой природы. Ему обработают оставшуюся часть крыла и повытаскивают дробь. После восстановления найдут ему место, где его будут кормить и заботиться о нем. Не переживайте, теперь все будет хорошо. В
тот день я ехал домой и думал, как такое вообще возможно. Самое развитое существо на этой планете – это человек. Миллионы лет эволюции, случайных и неслучайных совпадений, и человек получил возможность думать и анализировать свои поступки. Мозг человека способен думать и принимать правильные решения. Но все, на что хватает ума у совершенного существа на этой планете, это взять ружье и стрелять в птицу, которая пролетела тысячи километров для того, чтобы перезимовать. Жизнь на этой планете устроена так, что все имеет свой баланс. Земля – это большой живой организм. Человек не должен и не может вмешиваться в природу. Животные, птицы, растения – все они часть большой правильной системы. Помните, что мы часть этого прекрасного мира. Точно так же, как и все живое на этой планете. И мы обязаны сохранить мир и эту прекрасную планету для тех, кто придет после нас. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. Берегите себя и будьте счастливы. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.